Друзья, я на академичке. Приехал затемно, тем не менее красота необычайная. Можно и вечером, кстати, работать. Я здесь провожу мастер-класс, буду вас информировать о том, что здесь будет твориться. И если вы легки на подъем, приезжайте прямо сейчас. Ирина Надсина. Это нормально, что я в цветении, в моем маленьком формате этюде, вижу седую морду собаки и зеленое мужское лицо. Нет, это не нормально, это значит мое упущение, Ирина. Хочу вам посоветовать очень внимательно относиться к таким двойственностям, что ли. Их не должно быть. Присматривайтесь, нет ли там каких-то смешных подчас мордочек, объектов разных. Нужно с пристрастием смотреть, что мы написали, и если вдруг что-то там появилось в этюде или в картине, уводящее от главной темы, конечно, нужно безжалостно это уничтожать или переписывать. Спасибо, Ирина, я посмотрю и исправлю, если найду там серую морду собаки и зеленое мужское лицо. Геннадий Веселовский. Есть композиторы, а есть исполнители. Я о музыке, конечно, импровизацию никто не отменял, но я не могу похвастаться высоким уровнем мастерства, и мне при этом нравится заниматься живописью. И людям нравится моя работа, а значит, тоже художник. Просто, может, с маленькой буквы. Не надо принижать себя, Геннадий. Хотя я не стремлюсь к званиям, я тоже не стремлюсь. Вопрос, конечно, неоднозначный. Спасибо за ваши рассуждения. А знаете, как, Геннадий, определяется художественная ценность в произведении? По-моему, у нас в уставе записано, Министерство культуры. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Но там смысл такой, что если хотя бы один человек воспламенился, ему понравилось произведение, которое написал художник, значит, это художественная ценность. Может быть, ерунда, а может и нет. Мой малыш не так давно нарисовал красками кота с скелетиком из селедки и скелетик, держит скелетик, и написал «Грустный кот», назвал. Вот что это? Он художник или нет? А одна женщина мне позвонила, увидела, я на выставке вместе со своими работами, и эту тоже показал. Одна женщина увидела мой пост, она из Вены, и сказала, что я покупаю, и вот теперь это произведение ждет отправки. Но ведь тронуло кот. Малыш нарисовал со скелетиком рыбкой. Грустный кот. Мне кажется, любая работа, если она искренне написана, и неважно, какого возраста художник, неважно, называет он себя художником, не называет, кого-то тронуло. Ну, мне кажется, значит, жизнь удалась, работа состоялась. Я писал недавно «Индейца», мастер-класс проводил в Москве. Игорь Гришин, 56, написал «Модель жалко». Делом бы занялся. Ну да, это цирковой артист, кстати, нам позировал. И дело серьезное позировать. А вы попробуйте в завинченной позе, Игорь Гришин, 56, постойте, например, в завинченной 56 минут, постойте. Да так, чтобы у вас ничего не затекло. Это как? Потом скажете, дело это или не дело. Позировать вообще. И тем более в образе. Это очень красиво. И для меня это большой подарок, что нам Андрей позировал. Уже не первый раз он мне позирует. Все, кто пришел на класс, были просто в восторге, сказали, что это подарок. Ну, такой образ, он такой мускульный, такой конкретный, все у него. Ух. Кстати, это расхожее выражение «делом бы занялся» часто к художникам употребляется. То есть люди, кто вроде бы работает у станка или там картошку выращивает, и вдруг художник пишет, делом бы занялся. Стоит себе в поле и мазюкает красками. Бездельник точно. Ну, с позиции того, с позиции работящего человека бездельник. А если женщина, например, пишет? Жена художник, горе семье. Есть такая поговорка. Юлия Керимова. Вот Юля, кстати, была на классе, индейцы мы писали. Спасибо за мастер-класс. Счастлива, как ребенок. Да я сам счастлив, Юля.
заметила кучу своих ошибок сразу. Очень полезное дело вы делаете. А тут другое мнение. Это тот человек пишет, кто был на классе. И мы вроде бы все делом занимались, и индеец делом тоже. Одна ошибка моя сразу бросилась в глаза, на фоне ваших учеников особенно видно. Я не могу работу сделать под ключ, чтобы она была готова для продажи или подарка. А часто бывает так, знаете, например, художник позирует около картины, а картина уже в раме стоит, прям, как будто он пишет, рама уже обута, уже одета, все уже для продажи. Чтобы оформлена была как картина, подскажите, пожалуйста, это нужно продумывать перед началом и видеть сразу, как оно будет? Или это последние штрихи ставят точку в оформлении и подаче, чтобы работа была закончена для вас и для зрителя? И подача видна. Есть ли шанс этому научиться? Мне кажется, рама оформляет, приканчивает работу. Любая работа, даже не очень там что-то, как только ты, тем более в дорогую какую-нибудь раму, со всякими штуками, это будет сразу значимость большая. Подбирайте раму потом, конечно. Сначала надо сделать живопись, но так задняя мысль, чтобы была, что рама все довершит. Даже если где-то не очень, рама сделает свое дело, она определяет, она показывает, что это произведение. Оно в раме, тем более в дорогой. А как оформить? Считается, что рама – продолжение картины. Мне это нравится мысль. То есть, если картина вот такая, всякая вот такая, то и рама немного, чтобы отклик был в раме тоже, из такого же. Я люблю какие-то потертости у рамы, немного такой хаотичный такой стиль, но как будто бы она 100 лет ездила по выставкам, работала в этой раме. Но есть различные варианты, как испортить хорошую раму. Я, например, покупаю хорошую раму, золотую, со всякими финтиклюшками, беру кисточку, краску и уничтожаю всю эту красоту золотую. Она кое-где начинает просвечивать, и можно белым, например, прокрыть, а потом протереть чем-то тряпочкой. Получается, что она не везде. Так что пробуйте по-разному оформлять. Главное, к этому тоже относиться внимательно, с почтением к работе, которая оформлена определенным образом. И пусть рамы все будут разные. А то живопись одинаковая, цвета перетекают из картины в картину, и рамы еще одинаковые. Так нельзя, конечно. Софья. Большинство известных художников прошлого работали за деньги. Ну да. Мало кто мог позволить себе работать, так сказать, в стол, заниматься творчеством ради удовольствия и самореализации. Так что нет ничего плохого, мне кажется, в создании картин на продажу. Да, конечно, нет. Это совершенно замечательно, когда ты наработал что-то, сделал, не знаю, 1000 картин, и, например, одна из них продалась. Лучше 2, сотни, я имею в виду. Главное совсем не прогнуться под рынок. Конечно, я об этом говорю. И не скатиться в конъюнктуру и ширпотреб. Вот. Деньги будут, но какой ценой? Ценой отказа от себя настоящего? Ну, я о том же, Софья, что не нужно отказываться от того, что просит сердце. Быть честным с собой, как художник, писать то, что не на продажу, а писать для себя, как я чувствую, писать для творчества, для вечности, чтобы даже не маячила мысль, что я сейчас как дам, и это обязательно купят за $20 000. Конечно, купят. Куда они денутся, когда увидят красоту? Значит, надо работать над красотой. Надо поставить высокую планку, высочайшую из возможных, и к ней стремиться. И жизнь так устроит, что чем ближе мы к высокой планке подбираемся, просто тем с большей вероятностью вас заметят серьезные покупатели. То есть важная, на мой взгляд, мысль – писать так, чтобы не стыдно было работу вашу повесить
с тем художником рядом, кого вы очень любите, кто для вас является там недосягаемой вершиной, маэстро. Вот так надо писать, чтобы пусть рядом вообще вот спросить себя, я могу вот сегодняшнюю работу, которая мне очень там нравится, вам нравится, повесить рядом, я не знаю, ну с кем, с Куинджи, с Репиным, с Серовым и так далее. Ну, кто для вас любимый, я не знаю. С Малевичем, Никосом. Если чувствуете, что еще не очень, то значит надо просто работать, пахать. Удачи. Анонс для примера из школы. Заходите, 10% скидки на все уроки. Очень многих художников привлекают крыши домов для живописи. В каждом городе, конечно, есть такие места, куда хочется забраться и посмотреть на это разноцветие. Можно взять небольшой этюдник. Кстати, хорошо иметь два, ну, по крайней мере, два. Один такой походный, а другой побольше. Я перешел на складные палитры, которые, в общем, сам сделал, сам изобрел. Так вот, налегке выбрать состояние, когда оно наиболее выразительно. И если такое место найдено, можно приходить хоть 1000 раз, и будет всегда разное небо, разные крыши, разный цвет. Одно из моих любимых мест, где я могу пописать крыши вот так много раз, это Гурзуф на Ленинградке. Я много раз проходил здесь, и всегда и крыши, и дальняя гора, море, и улочка, все по-разному окрашено, и мне всегда хочется поработать. Я записал видеоурок на эту тему, 34-й, крыши Гурзуфа. Как всегда, сложные отношения, как всегда мы будем их выстраивать. Один цвет и тон цепляется за другой, и мы постепенно двигаемся. Вы все видите на экране. И замесы на палитре, и мотив, и то, что происходит в холсте. Надеюсь, что этот урок еще одна капля в копилку вашего вдохновения.